Всем привет! У нас прогноз на вторую половину августа для знака зодиака Весы. У нас расклад будет по всем сферам жизни. Мы посмотрим любовь, отношения, работу, карьеру, бизнес, финансы. Также мы получим совет от Таро, совет или предупреждение. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Так, ну еще у нас будет на маятнике исполнение вашего желания. Так, что у нас здесь выпало? Влюбленный шут. У кого-то новые отношения. Да, у кого-то может быть здесь выбор по поводу вашего ребенка. Еще здесь может быть новая работа или какой-то новый бизнес-партнерство. Хорошо, я эти карты учту. Давайте посмотрим, что нам скажет Таро, что ожидает Весы. Вторая половина августа с 15 по 31. Пока я готовлю ваш расклад, подумайте о желании, загадайте, и мы посмотрим, сбудется оно или нет в эти 15 дней. Если Таро не отвечает на вопрос «да» или «нет», а что ж такое у меня все падает-то, то маятник как раз работает именно так. Так, что ожидает представителей знака зодиака Весы во второй половине августа? Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. У нас ложится карта ожидания. Да. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Да, но тут у кого-то беременность. Как раз эти две карты выпадали. И для тех, кто в поиске любви, какие у вас перспективы? Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. На дне колоды у вас король жезлов. Да, карта может показывать вас, несмотря на то, кто меня смотрит. Она может говорить и об очень решительной, активной женщине, которая сама принимает какие-то решения. Но если для мужчин, то король жезлов, как правило, говорит, что пора действовать, пора воплощать в жизнь то, что вы спланировали. Но также, может быть, она указывает, что вам пора менять вашу жизнь. Постарайтесь научиться распознавать препятствия на своем пути и как бы вот по королю жезлов умело их преодолевать. Ну, а также карта говорит, что вот в конце августа вас будет переполнять энергия, ну и вы с легкостью можете справиться с любой задачей. Но также эта карта может показывать человека, это мужчина, может быть, это огненная стихия, Овен, Лев, Стрелец. Или карта говорит, что вам нужна будет помощь какого-то специалиста, но по королю это специалист высокого уровня. Может быть, здесь что-то связано с бизнесом, работой, может быть, вам нужна будет чья-то помощь, консультация. Или это что-то связано с домашними делами, не знаю, может быть, у кого-то какие-то строительные работы. Да, для женщин это может быть новый любовный интерес. Пятерка пентаклей и девятка пентаклей. Ну, у кого-то здесь может быть, да, новая любовь вот с таким королем жезлов. А для мужчин это может быть представительница огненной стихии. Потому что и здесь колесница. Тут или продвижение вперед к цели, или, может быть, это новые отношения. Также это может быть, как я сказала, может быть какое-то бизнес-партнерство, потому что вот здесь у вас влюбленные. Это та карта, которая у нас выпадала. Может быть, здесь начало какого-то нового проекта, бизнеса. С кем-то вот в паре, как правило, король жезлов — это человек, который работает на себя. Может быть, это какой-то бизнесмен. Так, хорошо. Давайте мы еще посмотрим сюрприз, неожиданность для Весов. Вторая половина августа. Ну да, у кого-то здесь любовь.
Здесь может быть неожиданное чувство, может быть в какой-то поездке. Например, вас отправят в командировку. Вы там можете познакомиться. Или в путешествие, может быть, кто-то в отпуск уедет. Также это может быть знакомство с человеком где-то издалека. Это может быть иностранец. Но еще это начать какое-то дело, которое вам доставляет радость. Но по косе вам нужно не сомневаться. Тогда вас будет ждать успех. Ну хорошо, давайте по порядку. В начале этих 15 дней у вас ложится старший аркан умеренность. Да, это может быть ожидание чего-то. У кого-то может быть сейчас отпуск, то есть вы где-то отдыхаете, расслабляетесь. Также может быть кто-то восстанавливается, например, после болезни. Ведь у нас умеренность всегда приходит после смерти. Это какие-то перетурбации. Это может быть смена работы, может быть переезд, может быть закончились одни отношения, но еще не начались другие. Эта карта говорит, когда человек находится в балансе, в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Давайте мы ее уточним. Да, это выйти из каких-то передряг. Но по умеренности, скорее всего, эти сложности или, может быть, трудности вы преодолели с честью. И сейчас вот у вас наступил вот этот баланс. Потому что девятка – это когда нам нужно что-то защищать, отстаивать. Или нужно проявлять осторожность, внимательность, чтобы получить свое. Ну, это может касаться чего угодно. Также это может быть вот девятка, когда вы защищали там свою территорию, свой бизнес, работу, может быть кто-то отношения. То есть вот здесь человек ранен, а здесь он исцеляется. Да, ну как я сказала, может быть карта говорит, что вы прошли какую-то битву. Но эта битва может быть относительно, добивались чего-то или какие-то трудности преодолевали. Но сейчас у вас наступил процесс равновесия и баланса. Хорошо. А для тех, кто в отношениях или в браке, здесь ложится Луна. Да, эта карта может показывать повышенную эмоциональность, может быть, это какие-то переживания, нестабильность. Ну, еще, конечно, это карта беременности. И у нас с вами выпадало влюбленные и шут. А шут – это наши дети. Да, может быть, здесь сейчас новый учебный год. Может быть, вы переживаете по поводу вашего ребенка. Ну, не знаю, может быть, он идет в 1 класс. И вы переживаете, вот как он адаптируется в школе. Также вот в отношениях могут быть какие-то ссоры, вот эмоциональность, да, какие-то кризисы. Может быть, здесь есть обиды, ревность. Ну, вы переживаете какой-то сложный период. Давайте мы посмотрим. Да, вот я как и говорила, вы здесь, может быть, к чему-то готовитесь. Вот король жезлов-то вам. Тут у вас переживание из-за какого-то нового начинания. Да, у кого-то здесь прям вот реально беременность, зачатие. Также это может быть страсть и сильный сексуальный посыл в отношениях. Может быть, был период нестабильности, может быть, как-то вот у вас немного были переживания, вот по косе, может быть, даже были конфликты. Но также туз жезлов, он на фоне дома. Может быть, как я говорила, вот здесь у кого-то какие-то строительные дела, ремонт. Может быть, что-то нестабильно. То есть, то ли из-за чего-то вы переживаете, страхи вас одолевают. Может быть, из-за того, что там денег не хватит, или вот строительные материалы сейчас колеблются, то подорожают, то вообще пропадут. Может быть, переживания из-за этого. Какое-то новое начинание. Да, новое начинание. Ну, это 8 пентаклей. Это вот трудиться, может быть, над своим домом, над своим жилищем. Ну, вы знаете, у вас колесница в конце 15 дней, в конце августа. Это прорыв. То есть, если вы тут переживали, там, может быть, денег не хватит, потому что вот здесь десятка, может быть, правда, очень большие траты. Здесь карта говорит, что вы все вопросы решите, и дела у вас закрутятся. То есть, какое-то продвижение. Может быть, кто-то собирался в какую-то дорогу. Все-таки у нас корабль. Неожиданно какая-то поездка у кого-то может быть. Может быть, вы куда-то хотите переехать. Луна может показывать дальнюю дорогу. И туз жезлов – это именно дорога. Может быть, кто-то куда-то на заработки уезжает. Вот вы по
умеренности. Ждете, ожидаете, вот девятка, да, добивались, ну, не знаю, там, может быть, решали вопрос там с переездом или с оформлением на работу. Очень много дел было. А сейчас у вас открываются какие-то новые пути. Ну, здесь что-то связано или с домом, со строительством, или, может быть, начало какого-то нового бизнеса, работы. Может быть, это семейный бизнес. Вот влюбленные-то у нас выпали. Это же может быть бизнес-партнерство с кем-то, а может быть, это муж, жена, или там отец, сын, мать, дочь. Может быть, вы что-то здесь начинаете. У нас ведь еще и шут выпал. А шут — это новое начало. Да, ну как-то, говорит, к концу августа у вас уже все завертится, закроется. Если в дорогу собирали, то вы поедете. Хорошо, для тех, кто в поиске любви. Да, здесь карта влюбленности. Ну, здесь присутствуют розовые очки. Тут может быть общение с иностранцем. Ну, я уже говорила, может быть, в какой-то поездке, в путешествии. Командировку, отпуск, может быть, кого-то проведывать поедете. Но, как правило, корабль — это куда-то далеко. Это, скорее всего, другая страна. Ну, давайте посмотрим, потому что у нас выпал старший аркан Шут. Это новые отношения и влюбленные. Колесница-то это что? Это новые отношения, которые будут очень бурно развиваться. Поэтому давайте мы здесь уточним. Потому что семерка — это или розовые очки, или просто карта влюбленности. Ну, тут любовь-то. Здесь начало новых отношений, здесь признание в любви, очень много общения. Может быть, комплименты, приглашение на свидание. Или вот если человек далеко, то это может быть просто общение через интернет. Ну, скорее всего, это будет представитель огненной стихии. Или, может быть, человек, который занимается своим собственным бизнесом или занимает руководящий пост. Все-таки здесь показывают короля. Пятерка — это одиночество, а девятка — это наслаждаться в паре. Ну и еще на девятка говорит, что вы стоите на пороге новой любви. Поэтому общайтесь, да, есть шанс познакомиться. Работа, карьера, бизнес, старший аркан влюбленные. Здесь или заниматься любимым делом, вот по сердцу. Это вот то, что сердцу приятно. Это то занятие, которое доставляет вам радость. Но корабль — это новое начало, и это продвижение вперед. Или здесь бизнес-партнерство. Да, поэтому здесь какие-то хорошие перспективы. Причем вот по косе тут самое главное, карта говорит, не сомневайтесь, просто решитесь на это. Если чуть-чуть промедлите, вот предложение поступило, вы скажете, вот я подумаю, подожду чего-то. Вот здесь тогда вы эту возможность по косе можете упустить. Поэтому, если ваше сердце вас туда зовет, значит, соглашайтесь или начинайте. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, здесь ложится ваша карта королева мечей. Да, карта может показывать вас. Скорее всего, здесь может быть какое-то новое начало, но это что-то связано с работой на себя. Королева мечей не очень любит подчиняться. Может быть, это давать какие-то консультации или преподавательская деятельность, или там, где носят форму и оружие. Если вы планировали начинать что-то свое, здесь самое главное, вот если сердце — это эмоции, то королева мечей, мечевая масть ваша, это расчет, это разумное, трезвое ведение дел. Это может быть проявить свои самые лучшие деловые качества. Ну, здесь есть желание сделать, может быть, карьеру или вот заняться чем-то своим. То есть независимая деятельность ни от кого. Но еще, может быть, это проконсультироваться у какого-то специалиста. Может быть, для того, чтобы начать. Или здесь карта говорит, может быть, по королеве мечей здесь будет подписание каких-то договоров, соглашений, может быть, каких-то документов. Может быть, эта карта показывает человека, на которого вы будете работать. Потому что колесница — это может быть новая работа. Здесь хорошие перспективы и будет карьерный рост. Ну, если это на кого-то вы будете работать. Но, скорее всего, по королеве это может быть занять какой-то руководящий пост. Вот эта работа решит ваши финансовые трудности. Потому что все-таки десятка мечей, но это уже дно. Это, скорее всего, тяжелое финансовое положение.
Тут в совет ложится четверка, да, это вот когда мы недовольны тем, что нам предлагают, например, по работе, или у нас есть пунктик, вот мы очень избирательны, вот, абы какая работа нам не нужна, только хорошая. Вот здесь, как в предупреждении говорят, вам предложат вот в эти 15 дней, может быть, какую-то работу, но вы вот в этом расстроенном состоянии можете это предложение пропустить. Вот, пропустить. Здесь ведь тоже предупреждение. Не пропустите. Самое главное, что предлагают, ну, рассмотрите, не откладывайте этот вопрос. Вот, поэтому здесь есть шанс. Ну, давайте мы все-таки посмотрим. Да. Может быть, это вот с кем-то скооперироваться, с каким-то королем жезлов. То есть вот пятерка — это безработица, это и безденежье, это тяжелое положение. А тут девятка, тут счастливый случай. Вот опять, видите, как вам намекают карты? Счастливый случай и десятка кубков. То есть вы будете полностью удовлетворены. Давайте мы королеву мечей посмотрим. Королева кубков. Угу. Вот, без эмоций, а только трезвый расчет. Или здесь с помощью вот от этой дамы, может быть, это какая-то ваша родственница, может быть, это для женщин ваша близкая подруга. Но это женщина, которая к вам очень хорошо относится. Тут еще может быть от нее совет. Все-таки у этой женщины сильно развита интуиция. Может быть, она вам что-то посоветует, но прислушайтесь. Или здесь все-таки тандем. У нас же выпадал влюбленные, когда я мешала, и шут, да, новое начало. Может быть, здесь кто-то вам предложит вместе вот собраться, какой-то проект или, не знаю, что-то организовать, какой-то бизнес. Так, еще одну карту. Иерофант. Иерофант. Я говорю, может быть, вам предложат кого-то обучать. Все-таки иерофант — это специалист высокого уровня. Он или сам кого-то учит, или здесь карта говорит, что вам нужно будет чему-то учиться. Да, вот и шут-то выпадал, это ведь тоже какая-то новая сфера деятельности. Но иерофант еще иногда говорит, когда человек стоит вот на распутье, на карьерном распутье. Здесь еще, как в совет, он говорит, да, продумайте там предложение или, может быть, какой-то выбор, но в то же время не затягивайте принятие важных решений. Потому что вы можете потерять, упустить какую-то возможность. Конечно, иерофант всегда говорит о том, что для того, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, чтобы развиваться, нужно учиться. Учиться нужно всю жизнь, получать какие-то знания. Ну, может быть, вот у вас тандем с такой королевой кубков, тут или содействие для поступления на хорошую работу, или, может быть, человек будет вас обучать. Ну, как вариант. Ну, финансы я уже сказала, тут десятка мечей, что какое-то сложное положение у вас, может быть, много кредитов, или нет вот именно работы и нет денежных поступлений. Но колесница говорит о решении финансовых проблем, о преодолении трудностей, ну, рывок вперед, прорыв. Тут или поездка какая-то, может быть, переезд для кого-то, или здесь карта говорит получение новой работы, начало какого-то, может быть, бизнеса. Но опять, это карта скорости. Может быть, скорости принятия решений. Как бы вот идет вам совет по всем картам, чтобы вы не медлили с принятием каких-то важных решений. Вот король жезлов, если эта карта показывает вас, он может и на риск пойти, если понимает, что этот риск оправдан. А вы масть ума, вам нужно все проанализировать, продумать. Вы не можете вот так вот, как король жезлов, кидаться в какое-то новое предприятие, новое, покорять новые территории. Вам нужно вот проанализировать, все продумать. Вот здесь вот в эти 15 дней вам карты говорят, что нет, думать, да, надо думать, конечно, но не очень долго. Вот совет или предупреждение четверка кубков говорит, вы можете пропустить какие-то новые возможности и предложения. Поэтому обратите внимание на то, что вам будут предлагать. Так, хорошо, давайте посмотрим совет для вас от оракула королевы Луны, Весы, вторая половина августа. И сейчас еще посмотрим на маятники, исполнится ли ваше желание.
Так, совет для весов. Так, это у нас nourishment. Nourishment — это питание. Да, во-первых, обратите внимание на свое здоровье. Вот здесь вот, да, кто-то восстанавливается. Может быть, сядьте на диету или там ограничьте какие-то вредные продукты. Может быть, займитесь спортом. Да, и обращайте внимание на то, что вы будете есть эти 15 дней. То есть пища должна быть качественная и непросроченная. Хорошо, давайте посмотрим, исполнится ли желание у весов в эти 15 дней. Если маятник будет вращаться вот так, то желание ваше исполнится. Если слева направо, то нет. Так, исполнится ли желание у весов в эти 15 дней? Как интересно, он вообще не двигается. Не хочет отвечать. Может быть, вы не задали желание? Не успели загадать? Не хочет отвечать. Вообще не двигается ни в какую сторону. Маятник, ответь, пожалуйста, нам, исполнится ли у весов желание. Не хотел вас расстраивать, видите? Желание не исполнится. Ну, в эти 15 дней. Тут какой. Не хотел вас расстраивать, поэтому ничего не показывал. Да, вот так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.